Это канал творчества для всей семьи. Сегодня покажу, как сделать шкатулку из картона с имитацией мозаики. В этом видео также, как сделать своими руками красивую ручку. Из двойного гофрокартона вырезала дно шкатулки и стенки. Размеры в описании. Для крышки вырезала две детали, одну по размеру шкатулки, а другую поменьше. Заготовку оклеила оберточной бумагой и клеем ПВА, разведенным водой. Из плотного 2-миллиметрового картона вырезала квадрат на 1 сантиметр меньше крышки шкатулки. Размечаю будущие плиточки для мозаики. На обратной стороне наношу клей ПВА. Когда клей высохнет, грунтую белой акриловой краской. Акриловые краски развожу очень сильно водой. Мокрой кистью делаю наброск, подойдет любая кисть. Когда заготовка полностью высохнет, наношу клей для поталей и даю клею немного подсохнуть. Приклеиваю кусочки потали. Покрываю заготовку тонким слоем строительной шпаклевки. Когда шпаклевка полностью высохнет, накладываю трафарет.
Заготовку с плиточками защитила лаком из баллончика. На крышку наношу довольно толстый слой шпаклевки. Промежутки между плиточками замазываю шпаклевкой и тут же стираю излишки. Окрашиваю акриловыми красками. В клей ПВА добавила крахмал. Для ручки взяла обычную пуговицу, просверлила отверстие и вставила винт. Наношу клей ПВА. Из массы формирую ножку для ручки. И закрываю головку винта. Когда заготовка полностью высохла, покрываю ее клеем для потали. Приклеиваю поталь. Большую бусину приклеиваю к винту.
В деревянной бусине закрываю отверстие при помощи массы. Покрываю клеем для потали. Жду, когда клей немного подсохнет. Прокатываю бусину в крошках потали. Ножки для шкатулки готовы. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!